Приветствую вас, мои дорогие! Сегодняшнее видео я хотела посвятить теме, как придать фактуру таким вот полукруглым лепесточкам, если у нас нет такого вайнера. Я покажу, как можно сделать на простом, довольно-таки плоском вайнере фактуру внешнюю вот этого лепесточка. Итак, что мы делаем? Я вот, как вы видите, уже раскатала, подготовила лепестки. Сейчас, чтобы мне легче работать, я просто обмакну их немножко в крахмал, чтобы мне можно было с таким шариком работать. Вот, и мы сейчас так пройдемся сейчас прям по лепесточку. Можно просто оставить лепесток на воздухе немножко, он чуть-чуть начнет заветриваться, и тоже можно это, ну, чтобы немножко сэкономить время, можно просто воспользоваться крахмалом. Либо можно также использовать с таким же успехом тальк, детскую присыпку. Или любую детскую присыпку, там не всегда даже тальк сейчас присутствует. Вот, сделали мы такой видите, полувогнутый лист, лепесток. Я сейчас немножко придам, у меня здесь просто остатки краски. Мне, правда, желтый, надо зелененькую. Так, надо зелененькую. Ну, возьмем буквально вот чуть-чуть такой 37-я у меня зеленая. Мне она очень нравится. Так. Вот мы ее немножко кисточку очистили от краски. И оставшейся красочкой, то, что на кисточке осталось немножко, вот мы этим немножечко тонируем. И внутри тоже. Вот так вот. Все. Теперь придаем. Мы берем внешнюю сторону и прикладываем пальчиком. Вот придавили сверху, потом придавливаем вниз. Вот. Я не соблюла, чтобы... Желательно, конечно, чтобы нижняя часть попала в правильное место. Так, и сейчас вот эти краешки тоже сюда придавливаем. И на этой стороне. Посмотрите, какая хорошая получается. Не знаю, видно или не видно вам. Фактура лепесточка. Видите? Очень хорошая получилась. Также можно тонировку сделать. Удобнее сделать ее вот в этот момент, когда мы раскатали лепесточки, утончили все краюшки. И в этот момент мы затонировали уголки. Даже вот видно в камеру, что немножко слишком яркие даже они получились. Можно сделать чуть бледнее. Вот. Смотрим, что у нас тут. Так. Можно пальцами растереть, чтобы она побледнее сделалась. Вот здесь. Вот. Такие получились. И мы прикладываем. Верхнюю часть. Сначала вот смотрим, чтобы низ попал вот в правильное место. Его придавливаем. Затем верхнюю часть, эту часть и эту часть. То есть по отдельности мы получили хорошие прожилки. Надеюсь, вам хорошо это видно. И кладем сушиться. Таким образом мы можем все пройти. Можно попробовать на другом вайнере. Тоже вот. Начинаем снизу. Потом верхнюю часть. И боковые. Мне даже на ровном больше понравилось, потому что не так сильно портится форма полукруглого лепестка. Вот, придавили. Раз, два, три, 4, 5. То есть частями все прошлись. Можно еще пальцами его поправить. Вот и все. И приклеиваем. Тут у меня уже 2 приклеено. Там у меня сделаны такие. Вот такие вот тычиночки получаются. Просто нарезаем. Приклеиваем холодный фарфор на проволочку. Вот такие вот аккуратные. Можно сделать тычинки без всяких ниток. Из холодного фарфора
тоненько просто нарезаю, раскатываю и делаю тычинки. Вот. Ну и сейчас мы приклеим полукруги наши лепесточки. Вот один. И вот второй. Вот такой получился цветочек. Очень нежный и хороший. И даже с прожилками. Несмотря на то, что у нас нет молда. Ну, всем успехов в лепке. Хорошего настроения и всего наилучшего. Пока-пока.